друзья! Хотел бы представить вашему вниманию установку на Manjaro Linux таких штук, как Nginx, PHP и MySQL, который сейчас на самом деле MariaDB. В общем, когда я себе пытался вот это все поставить, как бы понял, что есть некоторые трудности с этим, и поэтому хочу записать вот такое вот видео. Кстати, сейчас то ли виртуальная машина обновилась, то ли Manjaro, и теперь аллилуйя, у меня на весь экран все это дело. Ну и вот, в общем, у меня уже на компе установлено это все, и как видите, я сейчас обновляю, и все обновляется. То есть PHP работает. Так, посмотрим, какие команды нужно для того, чтобы это все запустить. Значит, смотрите, я просто давно уже не запускал, и такая вот команда, в общем, нужна. Сейчас увеличу чуть. В общем, вот эта команда запускает Nginx. После того, конечно, как вы установите, эта команда запускает последнюю версию PHP FPM, которая установлена у вас в системе. И, кстати, по ходу и то обновляются, автоматически как бы. То есть прилетают обновления PHP. Здесь вам пишут: прилетели обновления, и вы обновляетесь. В общем, наверное, начнем. Значит, инструкция очень простая, она на английском языке, правда, но я буду по мере возможности пояснять. В общем, откройте терминал, выполните вот эту команду. Значит, пробуем, что тут у нас получится. Так, давайте сделаем вот так. Введем су, чтобы не мучиться с суперпользователем. Введем пароль, слова всему здесь короткие. И теперь опять нажимаем Ctrl-Shift-V, чтобы вставить. И пробуем там поставить, что там. Ага, вот оно просто обновляет пакеты. В смысле, как бы баз данных пакетов. В общем, обновление идет. Ох, как, кстати, запуск этот. В общем, наверное, я пока нажму на паузу. Пусть оно уже обновляется, потому что если это все не обновится, оно нам не даст нормально работать с консолью и устанавливать, в общем, все программки. В общем-то, смотрите, ребята, у меня система уже обновилась, и что-то все подтупливать стало, блин. Здесь в инструкции написано дальше, что Arch Linux репозиторий имеет несколько версий Nginx. Одна из них как бы стабильная, но старая. То есть там, допустим, может быть Nginx версия 1.13, 1.14, например. А на самом деле сейчас там, допустим, 1.19. И вот, чтобы установить последнюю, надо использовать вот эту вот штучку. И, конечно же, вряд ли нам надо на машине, на которой мы будем разрабатывать, какая-то особенная версия, поэтому лучше всего, наверное, поставить последнюю версию, поэтому воспользуемся вот этой вот командочкой сейчас, если, конечно, все не будет тупить. Пробуем Ctrl-Shift-V, напоминаю, Enter. И надо было, конечно же, ввести су, чтобы это все не вводить. Приступить к установке. Значит, смотрите, здесь получается у меня GeoIP ставится и Nginx Mainline версия 1.19.6. Как бы так. Надеюсь, оно быстро поставится, без всяких штук. Блин, идет запись видео на компе, и очень жестко все тупит вообще.
Следующее, что нам нужно, это проверить, установилась ли в нашей системе Nginx, установился ли. И можно выполнить такую вот командочку. Сейчас она чуть раздублится. Так, пишем Nginx минус версия. И смотрите, получается, он у нас установился. System ctl start Nginx. Просто у меня Debian на сервере, и иногда я путаю эти команды. Они немного по-разному. Там, допустим, просто Nginx или как-то там, короче, по-другому чуть. И вот получается у нас запустился Nginx. И где он у нас как бы лежит. И вот, собственно, первый подводный камень. То есть мы установили как бы систему всю Nginx, но где, блин, он находится? Очень интересный вопрос. Ну и, конечно же, если мы попробуем его запустить, то, наверное... ну мы уже запустили. То, наверное, сейчас что-то там у нас... Ой-ой-ой. У нас даже и откроется. То есть должна быть какая-то стартовая страничка. Welcome to Nginx. Внимание, вопрос. Где находится этот файл, который как бы сейчас выводится, да? То есть... Ну вот почему бы, да, здесь не написать: ребят, мы положили файлики сюда-то, туда-то. Вот почему я должен их искать? Ладно, конечно, это прикольно все, но переходим в папку корень, user, char. И здесь у нас есть Nginx. И тут у нас есть HTML. И получается, что как бы весь сервер, он лежит здесь. User, char, Nginx, HTML. И, конечно же, если мы сейчас, допустим, попробуем создать тот PHP файл, то, во-первых, у нас ничего не получится создать, потому что, как видите, здесь в этой папочке как бы нельзя создавать вроде бы. Жесть. И вот что делать нормальному, адекватному человеку? Ладно, посмотрим мануальчик. Один, два, три. И теперь Nginx-T. Test is successful. Hockey. System KTL, блин. Start Nginx. И он запустился. И смотрим. Значит, создадим здесь какой-нибудь файлик. Это же удастся создать файлик? Да. Текстовый файл. Новый текстовый файл index.html. Друзья, так как дико тупит мой комп при записи вот этого Simple Screen Recorder, я вообще, конечно, сомневаюсь, что что-то получится с видео. Фу, жесть. Ну, в общем, я немножко разобрался. Смотрите, получается, мы должны запустить Nginx с root пользователя. Это крайне не рекомендуется делать на продакшн сервере, но на как бы нашей машине мы же сами себе вроде как доверяем. Даже если мы будем запускать какие-то скрипты, то вряд ли они каким-то образом сильно нарушат работу
приложение, так как это вроде бы, ну, не знаю, короче, в зависимости, конечно, от того, что вы там будете разрабатывать, ну, по крайней мере, я, допустим, просто пишу что-то с нуля, где-то использую какие-то известные и проверенные библиотеки, поэтому использовать user root здесь, то есть надо вот это было оно закомментировано вот так, а я просто раскомментировал и написал здесь root. Потом нажал кнопочку «Сохранить» и ввел пароль администратора, где это у меня 123. Далее я перезапустил сервер Nginx. Вот. В общем, смотрите, у меня не получилось записать видео, где я устанавливаю MySQL, MariaDB, и поэтому мне приходится переустанавливать. Но для того, чтобы переустановить MariaDB, то есть MySQL, есть тоже некоторые нюансы, и получается нам нужно выполнить вот такую команду, чтобы удалить все. Но также не забываем, что, возможно, у вас находится в папке что-то вот по этому адресу, и из нее тоже надо будет удалить. Можно удалить вот такой вот командой. Сейчас я покажу. Вот получается командочка rm, rf и путь. Скорее всего, у вас там тоже что-то будет лежать. Возможно, нет. Давайте проверим. User libmysql. ок, в нее не пускает. Значит, удаляем через командную строку. Вроде бы все удалилось, и теперь, по идее, базы данных у нас вообще нет. И поэтому надо ее установить. Вот такая командочка pacman-s mysql. Значит, смотрите, MySQL немного разделился, он стал платный, а часть стала бесплатной. То есть эта часть теперь называется MariaDB или Persona сервер, короче, как-то так. Ну, я выбираю MariaDB, потому что у меня на сервере, например, она стоит. Приступить к установке, да. И теперь из мануальчика нам нужно выполнить вот эту команду, чтобы настроить как бы MySQL. Изначально, я надеюсь, мне это получится сделать. Да. То есть она устанавливает стандартные таблицы, какие-то там, ну, в общем, пользователя, который будет использовать как бы MySQL. И теперь еще нам нужно кое-что сделать, чтобы он вообще заработал супер-супер просто. Так. Значит, выполнить вот эту, наверное, команду. Выполнить эту команду. Enter current password for root, enter for one. Раз, два, три, короче. Switching second identification. Ну, короче, здесь нет. Change the root password. Давайте попробуем yes. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. Удалить анонимное использование, ну как бы анонимных пользователей, да. Отменить удаленный вход рута, да. Отменить, в смысле, точно. Remote test database, ну короче, тестовые базы нам не нужны, поэтому да. Reloading privilege established now, да.
Ну все, в принципе, мы установили MySQL, и теперь можем попробовать, ничего мы пока не можем попробовать. Желательно теперь, короче, ну, в общем-то, не использовать root и ставить на него какой-то сложный пароль, и исключить, конечно же, возможность подключения из-под рута удаленно. И вот такую вот create user мы сейчас создадим, чтобы использовать нашу как бы MySQL-очку. Значит, пишем MySQL. Теперь мы попали как бы в сам MySQL, то есть мы можем здесь писать SQL язык. И вставляем Ctrl-Shift-C. Теперь вот это вот мы копируем и вставляем. И оно даже выполнилось. Что это мы делаем? Мы создаем пользователя и даем ему все привилегии. Получается, эти три команды. Сначала мы создаем пользователя, потом даем привилегии ему, и дальше флашим привилегии, это как бы, ну, обновляем все. Теперь, по идее, мы можем логиниться, ну, как бы соединяться с базой данных при помощи этих аутентификационных данных. Пользователь, пароль его, вот, в кавычках не забывайте, если у вас пароль с кавычками, то надо их, наверное, экранировать, я так подозреваю, но лучше не использовать кавычки. Теперь localhost, host, ну и в принципе нажимаем здесь exit, все, exit by. То есть мы установили MySQL, теперь нам надо установить PHP. PHP в PM, чтобы вы понимали, ставится сейчас последней версии, то есть 8.0.2, как видите. Если вам нужна какая-то другая версия, то, наверное, нужно гуглить. То есть pacman.s, там будет PHP, допустим, 7.4-fpm. Наверное, так. Ну, по крайней мере, на Debian не так, как здесь именно, я точно не знаю, но можно погуглить, я думаю, это не вопрос вообще. За одно гугление можно найти. Пока оно ставится, я надеюсь, мне получится посмотреть файлик. Да. Онигурума. Что это за дичь, я не знаю. Post transaction. Значит, после того, как вы установили PHP, нужно сконфигурировать Nginx. Для этого перейдите ETK Nginx.conf и вот это вот нам надо добавить location files. Нет, наверное, все-таки в сервер, да? Где у нас, да, вот location пошел один, и теперь следующий location, это будет у нас PHP, и чуть-чуть поправим для красоты. Ну, в принципе, здесь конфигурация довольно очевидная, как бы человека понятная, поэтому смысла пояснять ее нет. FastCGI Pass. Это как бы проксирование Nginx PHP. Как бы индексный скрипт у нас всегда будет индекс PHP. И сохраняем это все, по-моему, еще раз на всякий случай. 1, 2, 3 вводим. Здесь хоккей. Перезагружаем Nginx. Стрелочка вверх нам подскажет, какие команды мы раньше вводили. И у нас есть даже Restart Nginx. Смотрите, получается, PHP запускается тоже из-под определенного пользователя, но из-под какого именно? В общем-то, эта информация находится вот в этой вот папочке PHP в PMD с путем ETC, как там читается, ну я обычно читаю ETK PHP, чтобы было проще. И сейчас она вдруг откроется. Там будет вот этот файлик, и получается в нем изначально будут значения
HTTP. И из-за этого PHP не будет работать, пока вы не напишете сюда своего пользователя. У меня он user, ну, либо же это просто можно написать user, я не знаю, просто у меня получается совпадение имен идет, и я пишу user, потому что я именно из-под user сижу. И нажимаю Ctrl-A, ну, Ctrl-Save и ввожу, конечно же, пароль от этого своего пользователя. Сохраняю, потом нужно перезагрузить обязательно PHP. Делается это систем Ctrl Restart PHP FPM тут будет. И получается этот файлик, который у меня тестовый, вот здесь, как видите, здесь есть код PHP. Вот он запускается. Да, очень важная фишка в том, что когда вы установите PHP и, допустим, попытаетесь зайти в PHP-MyAdmin, ну, я думаю, вы сможете скачать его сами, разархивировать в папку с www нашей. Ну, как бы вот по этому пути. Вот получается home user www PHP MyAdmin. И получаем вот такую ошибку, что расширение MySQL не найдено, как бы. Переходим в PHP, папку ETK PHP не открываем. В текстовом редакторе вот у нас есть MySQL, поиск вот так делаем и ищем MySQL. Убираем точку с запятой впереди, нажимаем Ctrl-S, 1, 2, 3, у меня пароль.